Здравствуйте, всех приветствую на канале Football Stories. Испанская Барселона, вопреки всем прогнозам, пробилась в четвертьфинал Лиги Чемпионов, разгромив на своем поле французский Пари Сен-Жермен со счетом 6-1. Первый матч в Париже завершился разгромом каталонцев 4-0. Во втором матче, проходившем в Барселоне на стадионе Камп Ноу, чемпион Испании сумел забить 6 мячей, причем 3 на последних минутах игры. Барселона в 10-й раз подряд вышла в четвертьфинал этого самого престижного клубного турнира в европейском футболе. На 88-й минуте матча Барселона проигрывала по сумме двух встреч со счетом 3-5, однако сумела вырвать победу благодаря двум мячам, забитым в ворота французов Неймаром со штрафного из пенальти, а также голу Серджи Роберто в добавленное время, на 95-й минуте игры. Перед Барселоной стояла непосильная задача, ведь отыграть 4 мяча еще никому не удавалось в истории Лиги Чемпионов. Однако каталонцам придало силы удачное начало матча. Уже на 3-й минуте нападающий Луис Суарес головой отправляет мяч в сетку ворот ПСЖ. Игроки ПСЖ чувствовали себя на Камп Ноу не очень уверенно, с трудом удерживали мяч и были вынуждены прижиматься к своим воротам под постоянным прессингом Барсы. Но по крайней мере им удавалось долгое время удерживать минимальный разрыв в счете, несмотря на голевые моменты у Неймара и Суареса. Команды ушли на перерыв при счете 2-0 в пользу хозяев поля благодаря автоголу. На 40-й минуте мяч отскочил в ворота ПСЖ от ноги защитника французов Левина Кюрзавы. В начале второго тайма в ворота ПСЖ был назначен пенальти, который точно пробил Лионель Месси. Проигрывая 0-3, игроки ПСЖ занервничали, но на 61-й минуте форварду парижан Эдисону Кавани удалось отквитать один мяч. Гол, пропущенный на своем поле, значительно усложнил задачу Барсы. Теперь им нужно было забивать еще 3 мяча. ПСЖ приободрился, и тут уже Кавани попадает в штангу, а Анхель Ди Мария промахивается из стопроцентной ситуации. Когда до конца основного времени оставалось 3 минуты, вряд ли кто-то верил в победу Барсы, кроме, может быть, самих игроков команды, продолжавших атаковать ворота ПСЖ. 3 мяча, влетевшие в ворота гостей за оставшиеся несколько минут матча, навсегда запомнится болельщикам клуба. Барселона вновь попала в книгу рекордов европейского футбола, впервые в истории отыграв в Лиге Чемпионов 4 мяча. Победный гол вышедшего на замену Серджи Роберто вызвал бурю ликования на стадионе и скамейке запасных Барсы. Главный тренер каталонцев Луис Энрике, объявивший недавно о своем уходе из клубов в конце сезона, бросился на поле к игрокам, праздновавшим победу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.